Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать мужские слитки спицами. Вот такая вот модель у меня сегодня. Верх связала серым, подошву связала красным. Все полностью спицами, платочная вязка, резинка и по подошве платочная вязка. Вязать я буду, пряжа у меня в этот раз турецкий акрил, в 100 граммах 225 метров. Вы можете вязать любой пряжей, но если метраж более-менее подходит к моему, мои расчеты вам подойдут. Вязать я буду спицами, круговые спицы у меня номер 3, а также мне понадобится спицы номер 2,5. Значит, на размер они у меня 40-41. Вязание я начну с верхней части, потом перейду на мысок, боковые стороны расширим, отвяжем мысок. Размер увеличиваем, длину мыска, по мыску увеличиваем размер. Если нога широкая, на подъеме тоже можно будет добавить петель. Это я в процессе вязания все говорила. Потом перехожу на подошву. И вот заканчиваю пяткой. Все просто. Что я еще сделала? Смотрите. Связала вот такие вот две детали, подковы. Ну и декор такой будет. Одну можно приметать вот на мысок, а вторую на каблучок, на пяточку. И когда они протерлись, снять и сделать другие. Так что вот такая вот еще идея. А также можно связать и женские такие. Вот в таком цвете я начала женскую пару вязать, чтобы не скучно было им. Эти я начала, пряжа у меня по тем же расчетам вязала, только взяла пряжу 250 метров. И они у меня получились на 1,5 размера меньше, вот где-то на 39. Значит, по подошве они у меня в растянутом виде 25-26 сантиметров. Хорошо тянутся. А также говорила, не говорила, отвязанные детали я все измеряла в сантиметрах в процессе вязания, чтобы было легче ориентироваться. Схему выведу на экран. Также схема у меня в сообществе на канале. Там фотографии и к ним схемы. Можно там взять схему или же остановить видео, сделать скриншот. Ну, вот вроде бы и все. Остальное все в процессе вязания. Переходим к просмотрам. На спице номер 2,5 я набрала 53 петли. И изнаночная сторона. Первый ряд я провязала все изнаночными петлями. Перехожу на лицевую сторону. Далее буду вязать все лицевыми петлями. Провяжу 8 рядов. Что у меня получится, смотрите. 2 ряда серым. Одна дорожка получилась. 2 ряда красным. Еще 2 ряда серым. Ой, 2 дорожки серым. Это 1, 2, 4 ряда получается. 1, 2, 3, 4. Вот такие 4 изнаночных дорожки у меня будет. А далее я уже перейду вязать мысок и боковые стороны. Значит, сейчас все лицевыми петлями провязываю 8 рядов. Можно это сделать одним цветом, можно разными цветами. Это уже по вашему желанию. Так, вяжу лицевая сторона все лицевыми. И по изнаночной стороне тоже все провязываю лицевыми. Провяжу эти 8 рядов, к вам вернусь. Так, провязала я полосу, перешла сейчас на спицы номер 3. Дальше буду вязать на спицах номер 3 в длину. Ой, как же тут ее замерить? 22 сантиметра она у меня вышла в нерастянутом виде. Почти 22. Далее, что я делаю дальше? Вязание разделяю на 3 части. Средняя часть у меня 21 петля. Это будет мысок. Я его буду вязать все время платочной вязкой, лицевыми петлями. Боковые части по 16 петель с каждой стороны. Я боковые части буду вязать резинкой 1 к 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Можно просто вязать лицевой гладью. Это опять по вашему желанию. Так, значит, сейчас я буду вязать боковые части, как я уже говорила, резинкой. И перед мыском, это я вот отделила мысок, в каждом лицевом ряду я буду добавлять по одной петельке. Делать подъем. Вот делаю подъем, и сразу у меня расширится вот эта вот боковая часть. Всего я сделаю, у меня будет 22 петли.
Это получается сейчас у меня 6 добавок, как я уже говорила, в каждом лицевом ряду. Среднюю часть я буду провязывать без изменений, все лицевыми петлями. Так, вяжу. Значит, провязываю сейчас вот эти вот 16 петель, 1 лицевая, 1 изнаночная. 16 посчитала вместе с кромочной петлей. Так, провязала. Теперь 1 прибавляю. Подтянула. Далее средние петли на мысок 21 петля провязываю все лицевыми. Если у вас было больше петель, то, соответственно, свое количество петель, вот эти вот средние на мысок, вяжу лицевыми. Провязала. Теперь опять я перебрасываю маркер. Остались у меня 16 петель боковая сторона. И опять после мыска 1 петлю добавляю и провязываю все остальные резинкой. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, здесь я как закончила? Закончила лицевой, да? 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так провязываю до конца. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончила лицевой, последняя кромочная, изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Значит, здесь без изменений. Все вяжем по узору. Единственная прибавленная петля, мы ее провязываем тоже по узору. Вот как она у нас идет, так и провязываем. Лицевая, изнаночная. Следующая должна быть лицевой. У нас идет прибавленная, значит, мы ее провязываем лицевой. Если она по узору должна идти как изнаночная, тогда провязываем ее как изнаночную. Так, провязываем все петли по узору. Средние петли по мыску провязываем лицевыми. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас вначале здесь провяжу, а дальше уже изнанку провязывать не буду, потому что все вяжется по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная. Вот у нас добавка накид. У нас должна следующая идти лицевая петля, как я уже говорила, провязала ее лицевой по изнанке. Подтянула. Так, чтобы не запутаться, ставим маркеры вот в некоторых виде ниток таких. Далее идут у нас петли мыска, 21 петля, без изменений. Провязываю это все лицевыми петлями. Довязала петли мыска, боковая сторона. Первая у нас теперь что здесь добавка, провязываем ее изнаночная, лицевой. Следом идет узор, провязываем по узору. 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязываем до конца ряда. Довязали ряд до конца. Опять переходим на лицевую сторону. Было 16, теперь у нас вместе с добавкой 17 петель. Провязываем эти 17 петель, делаем 1 добавку. Далее средние петли опять провязываем платочной вязкой все лицевыми. И точно так же добавляем с этой стороны 1 добавку. Значит, сейчас я так буду вязать, расширю, пока у меня будет 22 петли. Значит, если нога широкая или большой размер, высокий вот этот вот подъем, может быть, можно добавить еще 1-2 добавки еще сделать. Я сейчас все довяжу до конца. Опять же замерю это в сантиметрах, чтобы легче было ориентироваться. Как я уже говорила, не говорила, один размер это лишний 1 сантиметр, если уменьшать или убавлять по длине. Ну, по ширине опять же зависит
от ширины ноги, от плотности вашего вязания, от пряжи. Так, довязала боковую сторону, лицевая, изнаночная, дошла до маркера, опять одну прибавила. Далее у нас идут петли мыска, провязываю все петли, у меня 21 петля, провязываю все лицевыми. И точно так же делаю прибавку на второй стороне. Довязала, среднюю часть довязала, перебросила. Боковая часть у нас, опять делаю одну прибавку, добавила одну петлю, лицевая, изнаночная, провязываем по узору. Одна изнаночная, одна лицевая. Довязываем ряд до конца. По изнаночной стороне вяжем без изменений. По узору провязываем резинку. Накиды провязываем по узору. Какая петля идет по резинке. Заговорилась. Хотела быстро рассказать. Так, довязали ряд до конца. Перешли на изнаночную сторону. Опять провязываем петли резинки, вяжем все по узору, без изменений здесь. Так, еще раз пройдусь, а там дальше уже сами будем расширим. Я расширю до 22 петель, к вам вернусь, боковую сторону до 22. Так, провязываем 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Сейчас петель у меня лицевую провязала. Следующая у меня добавка, накид. Значит, после лицевой должна идти изнаночная, поэтому я провязываю изнаночной. Если по узору должна идти лицевая, провязываем лицевой. Значит, вяжем, расширяем вот эти вот боковые части, делаем подъем. Я к вам вернусь. Закончила я расширять боковые части, разделила сразу вязание. Значит, сейчас у меня боковые части 22, 22, середина 21. Я буду продолжать вязать только один мысок, среднюю часть. Боковые части возьмем на запасные спицы, на булавки. Мысок я буду вязать сейчас по узору, чтобы не было сильно растянута эта змея. Я мысок буду узор вязать на спицах номер 2,5. Нарезала вот по 2 метра где-то нитки, чтобы не путались, просто буду их вытягивать. Весь узор также буду вязать лицевыми петлями. Значит, сейчас вот у меня начало ряда, я эти 22 петли сейчас провяжу, далее перейду к мыску и начну вязать узор. Так, что я сейчас сделаю? Провязываем вот эти вот петли, точно так же провяжу их резинкой. Возьму на запасные спицы и перейду к узору. Если вяжете размер большой, то узор можно начать на пару рядов дальше. Вот сейчас среднюю часть мысок, провязать еще 2 ряда, потом начать узор, чтобы он не был сильно высоко, расположить его посередине. Я довяжу мысок до конца, замерю его в ширину и в длину. Он у меня всего будет 25 полных рядов, то есть 25 на 2, 50 рядов. Так, провязала я эти петли, все, средняя часть, вяжу узор. Значит, у меня вверх ногами получается буду вязать вот это вот мыс, поэтому у меня голова смотрит сюда. Ну, я так сделала. Если хотите, чтобы смотрела она наверх, тогда можете схему перевернуть. Кто может вязать по схеме, делайте скриншот, или же схема будет в сообществе на канале, там фотографии схемы я размещаю. Я сейчас начну вязать по схеме. Смотрите, так, схема маленькая тут, и рассказывать-то нечего. Первые 10 петель провязываем, все вяжется лицевыми, и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. Узор меняется.
только по лицевой стороне. По изнаночной стороне провязывается все лицевыми петлями по узору без изменений. Так, вяжем первые 10 петель, провязываю основным серым цветом. Далее перехожу к узору, провязываем 10 петель. 7, 8, 9, 10 петель провязали. Одна желтым. Подвязала желтый цвет. 2 серым, основным цветом. 4 петли желтым. Нить перебросила здесь. И оставшиеся петли, 4 петли осталось, провязываю их серым цветом. Кромочную петлю провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Провязываю все по узору. Нитки перекрутила. Провязываю 4 петли. Если здесь получится, что большая протяжка, когда будем вязать лицевой ряд, то эту протяжку можно будет подхватить, подтянуть ее, подвязать. Ну, когда будет большая протяжка, я это покажу. Так, 4 провязала. Опять меняю цвет. Первый ряд провяжу сейчас. Далее изнаночные ряды провязывать не буду. Так, далее что у нас идет? 2 серым провязали. Опять нить перебросила. 1 желтым провязали. Опять нить перебросила. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю все основным цветом. Это у нас был первый ряд, я его считаю, потому что мы по изнанке провязываем также по узору. Первый ряд узора довязали. Перешли кромочная, изнаночная. Перешли на лицевую сторону. Второй ряд, опять первые 10 петель считаю вместе с кромочной, провязываю основным серым цветом. 8, 10 петель провязала. 1 зеленым, 2 петли желтым, 2 далее здесь перекручиваю тоже петли, петли, нитки перебрасываю, чтобы дырки не было. Вот это сюда, это туда. 4 зеленым, 1 желтым и 3 петли серым цветом. 1 желтым провязали и 3 серым осталось. Значит, большую протяжку делать не буду. Сейчас отмотаю клубочек и буду вязать боковые части из 2 серых клубочков. Значит, с одной стороны 1 нитка, со второй стороны другая нитка, чтобы не делать больших протяжек. Забыла размотать. Подвязала серый цвет, еще 1 нитку. Заканчиваю второй ряд. 3 петли провязываю. Кромочная у меня 3-я петля изнаночная. Все. Развернулись на изнаночную сторону. Заканчиваем второй ряд по узору. Так, провязываем. 3 серым провязала. Далее, что у нас здесь идет? 1 желтым провязала. Перекрутила нитку. Зеленым провязала 4 петли. Далее опять желтый цвет. Опять нитки перебрасываем, провязываем. И так вяжем до конца ряда. Перешли на лицевую сторону. 3-й ряд узора. Первые 11 петель провязываю основным цветом серым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Провязала. 1 зеленым. И еще 1 зеленым. 2. 2 зеленым провязали. 3 петли основным цветом. 1 желтым. 2 зеленым. И осталось 2 петли. Провязываю их основным цветом. И по изнаночной стороне возвращаемся по узору. Заканчиваем 3-й ряд по изнанке. 4-й ряд, лицевая сторона. Первые 17 петель провязываю основным цветом. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 1 желтым. 1 зеленым. И остается 2 петли основным цветом провязываю. И 4-й ряд по изнанке возвращаемся. Зеленым провязала, 2 серым провязала. Перешли на изнанку. Провязываем ряд по узору. Две серым, 1 зеленым, 1 желтым. Потом в конце вязания эти хвосты все попрячу. Далее серым довязываю до конца, заканчиваю 4-й ряд. 5-й ряд, лицевая сторона, провязываем точно так же, как предыдущий 4-й ряд. Все по узору. Здесь изменений у нас нет. 17 основным цветом, 1 желтым, 1 зеленым и 2 серым. И по изнанке возвращаемся по узору. 5-й ряд. 6-й ряд узора. Первые 7 петель провязываю серым цветом основным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 6 петель желтым цветом. Так, вот я забыла протянуть желтый цвет, и он у меня остался внизу. Поэтому я сейчас эту ниточку подтяну кверху крючком. У меня нити обрезаны, поэтому я ее вот так вот вытащила, подтянула кверху. Так, 6 петель желтым провязываю. Три петли основным цветом. Одна желтым. И 2 зеленым. Все, осталось опять у нас 2 петли. Довязываю основным цветом до конца. По изнанке, это у нас 6-й ряд. По изнанке возвращаюсь обратно. Довязываю изнанку. Вот смотрите, у меня здесь
6 петель желтых, и получается большая протяжка по изнанке. Я не стала подвязывать еще третью серую нитку. Сделала я эту большую протяжку, и по лицевой стороне сейчас, когда буду вязать, я ее подхвачу. Так, 6 ряд довязали. Переходим на лицевую сторону, 7 ряд узора. Первые 6 петель провязываем основным цветом. Одна желтым. Далее 6 петель зеленым. Так, подвяжу зеленый цвет. Так, подвязала зеленый цвет, 6 петель зеленым провязываю. И вот у меня была большая протяжка. Я ее подхватила, одну петельку с-под низу протянула, одну сверху. Одну сверху. Подвязала я его. Опять эту протяжку вот с-под низу и следующую сверху. Здесь на столе не могу спицы выкрутить. Одну вот с-под низу вытянула и одну сверху. Вытянула не туда, вытянула. Ну. Нет, я ж вот упорно ее вытащу. Вот с-под низу вытащила снизу и сверху ниткой перекрыла, получается. Так, 5-6 петель зеленым провязала. Все, вот эту вот большую притяжку я ее подвязала, подхватила. Далее 3 петли желтым и 2 петли зеленым. Осталось 3 петли на спице, провязываю основным серым цветом. Это у нас 7 ряд. Возвращаемся по изнанке по узору. 8 ряд узора, первые 5 петель вместе с кромочной серым цветом основным. 1, 2, 3, 4, 5. Одна желтым. Две зеленым. Четыре петли основным цветом. Пять петель зеленым. Так, какую же протянуть? Вот эту вот. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. 4 петли у меня осталось. Серым цветом довязываю. 8 ряд это у нас. И по изнаночной стороне вяжем по узору. Возвращаемся в начало ряда. Так, 8 ряд вот так вот. 9 ряд узора, лицевая сторона. Первые 4 петли вместе с кромочной серым цветом основным. Первую сняла, вторую провязала, третью провязала и четвертая. Далее 1 желтым и 2 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провяжем все основным цветом. У меня это серый. 1 желтым провязали, 2 зеленым провязали. И далее все вяжем основным цветом. И по изнанке возвращаемся в начало ряда. Это у нас 9 ряд довязываем. 10 ряд узора. 4 петли основным цветом. Одну сняли.
Вторую провязали, третью провязали и четвертая серым провязала. Одна желтым, одна зеленым, одну желтым провязала, одну зеленым, две серым цветом основным, пять петель желтым цветом, 1, 2, 3, 4, 5 желтым провязали, оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом и возвращаемся в начало ряда по изнаночной стороне. Это у нас 10 ряд. Одиннадцатый ряд узора. Первые 4 петли основным цветом, далее 1 зеленым, 3 петли желтым, 1, 2, 3, 4, 5 петель зеленым цветом, и 1 желтым. Все, оставшиеся петли до конца ряда. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Звонок прервал, извините, не удалила это на видео. Значит, желтую провязали, довязываем все основным цветом. Это у нас 11 ряд. Довязали до конца и возвращаемся по изнанке по узору. 12 ряд узора, 5 петель серым цветом, 1, 2, 3, 4, 5 основным цветом провязали. Далее 4 петли зеленым, три петли основным цветом, 2 петли зеленым, и 1 желтым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все основным цветом. Это у нас 12 ряд. По изнанке возвращаемся. Подтянула здесь, ниточки перебросила. Возвращаемся, все по узору провязываем. Заканчиваем 12 ряд. Встречаемся в начале ряда. 13 ряд узора. 13 петель провязываем основным цветом. Серым цветом провязала 13. Далее 3 петли зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда опять провязываем основным серым цветом. Все, 3 зеленым здесь. И оставшиеся все... Где тут серый цвет? Вот он. Такой короткий ряд. Так, 13 довязываем серым. По изнанке возвращаемся. Четырнадцатый ряд узора, 5 петель серым цветом основным, одна зеленым, одна желтым,
2 зеленым, 1 желтым, далее 4 петли серым цветом основным провязываю, 1 желтым, 2 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. 1 желтым, 2 зеленым провязали, оставшиеся 4 петли у меня провязываю серым. Это у нас что было? 14 ряд. Возвращаемся по изнанке, заканчиваем 14 ряд. 15 ряд узора. Здесь мне понадобится черный цвет, небольшую нитку отрезала. Это для змеиных глаз. Можно, как, конечно, другой цвет какой-то подобрать, но я вот взяла черный. Первые 4 петли основным цветом. Так, это у нас 15 ряд, да. Далее 1 черным, 2 зеленым, 1 желтым, 2 зеленым, 1 желтым, 4 основным цветом. Ах, придется протянуть, но потом подхвачу. 4 основным цветом провязали, 1 желтым, 1 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным серым цветом. Это 15 ряд. Довязываем по изнанке до конца. По узору провязываем все. Шестнадцатый ряд узора. Первые 4 петли основным цветом. Далее 4 петли зеленым. Одна петля основным цветом. Две зеленым и 1 желтым. Три петли основным цветом. Одна желтым, 1 зеленым. 1 желтым провязали, 1 зеленым провязали, и оставшиеся петли до конца ряда, 4 петли у меня осталось, провязываю основным цветом серым. Это 16 ряд, довязываем его по изнанке, возвращаемся в начало ряда. Семнадцатый ряд, 17 ряд, первые 4 петли серым цветом основным, 3, 4, 2 петли зеленым, 1 черным,
3 серым основным цветом, одна зеленым, 2 желтым, ай, соскочила, одна серым основным, 2 желтым и одна зеленая. И оставшиеся петли до конца ряда довязываю основным цветом. Это у нас 17 ряд. Заканчиваем, возвращаемся в начало ряда. Так, и в конце 1, 2, 3, 4. Восемнадцатый ряд узора. Первые 11 петель провязываем основным цветом. Провязали. Одна зеленым, 2 желтым и 2 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Так, довязываем 5 петель осталось. Это у нас 18 ряд. Довязываем до конца. Здесь подтягиваем хвосты, перебрасываем, чтобы не было дырок. Так, возвращаемся по изнанке. Девятнадцатый ряд узора. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 петель провязали основным цветом. Это последний ряд. Средние 2 зеленым цветом. И оставшиеся петли провязываем основным цветом. Все, узор закончили. По изнанке опять же вернемся по узору. И дальше я буду продолжать вязать все лицевыми петлями до убавок. До начала, до мизинца провяжем. Значит, здесь вот эта вот длина, это наш размер. Вот провяжем сейчас. Я провяжу еще 2 ряда и перейду к убавкам. Убавки буду делать в каждом лицевом ряду. Сейчас провяжу 2 ряда, к вам вернусь. Значит, возвращаюсь по изнанке. Следующие 2 ряда провязываю основным серым цветом и начну делать убавки. Довяжу до конца, как я говорила, замерю в сантиметрах. Значит, у меня будет, насколько я помню, сам мысок, сразу скажу, где-то 13 сантиметров. Нет, довяжу до конца, точно скажу. Провязали нужную длину до мизинца. Далее делаю убавки. Убавлю до 13 петель. Первую снимаю, как я делаю убавки. Первую сняла, вторую провязала. Следующие 2 петли провязала вместе. То есть убавила 1 петлю в начале ряда. Далее продолжаю вязать до конца ряда все лицевыми петлями. И точно так же убавлю 1 петлю в конце ряда. Так, осталось у меня 4 петли. 2 петли провязываю вместе. Подхватила, провязала вместе, убавила 1. Предпоследнюю провязала лицевой, кромочную провязала изнаночной. Все, убавили в первом ряду. Изнаночная сторона без изменений. Вяжу все лицевыми. Убавки только по лицевой стороне. Изнаночную провязали, по лицевой убавили.
до 13. Убавлю, к вам вернусь. И дальше уже будет быстро и просто. Так, довязываем до конца и хвостики сразу попрячем, чтобы они нам потом не мешали. Если уверены, что распускать не будете, хвостики можно сразу прятать. Если есть такая вероятность, что можете это все распустить, бывает, ошибся в рядах, тогда в самом конце, когда уже отвязан, тогда убирать хвостики. Так, что у нас тут получилось? Изнаночная сторона. Ну, немножко кое-где накосячила. Ну, ничего, вот смотрите. Вот две нитки очень рядом, очень близко. То есть я их вот завяжу. Хотя я узлы не люблю, но иногда завязываю. И эти хвосты попрячем влево, вправо, вверх, вниз. Аккуратненько. Так, теперь где тут вот на какой еще повязать? Вот одна осталась. Тоже вот под петельками ее протягиваю. Вверх, вниз, влево, вправо. Опять под петлей протянула. За что-то зацепилась. Значит, так, зачищу сейчас изнанку эту всю. Убавлю петли на мысок. К вам вернусь, пойдем вязать дальше. Закончила я делать убавки. У меня осталось 13 петель. Нити обрезала, петли не закрывала. Значит, теперь дальше, что я буду делать? В ширину у меня мысок получился 7 сантиметров. Длина 12 у меня. Теперь с боковой части, вот эту вот часть мы вначале провязали, я вначале провязала, подвязала теперь сюда нить. Опять на спицах номер 3. Я по всему мыску наберу петли. Боковые части наберу, среднюю провяжу и провяжу потом вот эти вот оставшиеся петли. У меня 25 вот этих вот зубчиков полных рядов. Значит, по краю посчитала по вот этим вот дужкам. У меня получается одна сторона 25 петель, вторая сторона 25, посередине 13. И боковые у меня по 22. Единственное, что сейчас, когда наберем петли, у меня все совпало. То если у вас была другая длина, допустим, другое количество петель, и если вы вязали резинкой, просчитайте вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, чтобы здесь все совпало. Лицевая с изнаночной. Если одной, допустим, петельки будет не хватать для узора, тогда ее можно в середине добрать. Так, теперь что я делаю дальше? С помощью крючка набираю петли. Значит, не под 2 дужки, как я обычно набираю, а в этот раз буду набирать за одну дужку, не за первую, а за вторую. Первую оставляю, за вторую, за заднюю. Так, спицу. Так, здесь надо подтянуть. Можно крючком, можно спицей. Вот поднимаю заднюю дужку, набрала. Подняла, набрала. Так, набрала я по боковой части 25 петель у меня вышло. Теперь здесь хвостик подвязать. Средние петли я провязываю. Опять же, можно отделить сразу маркерами, чтобы потом удобно было пересчитывать. Так, средние, что я сейчас делаю, провяжу их лицевыми. Эти 13 петель, которые у меня остались на мыске, провяжу. И также наберу со второй стороны.
И здесь опять вот под заднюю дужку ввела крючок, захватила, набрала петельку, за заднюю. Еще был такой вопрос, когда делают обвязку, вот стягивает вот это вот подъем боковая часть, бортик вот этот вот стягивает, и говорят, что вот закручивается. Поэтому я мысок часто вяжу на спицах на полномера меньше, а обвязку делаю на полномера больше. Если же вот плотно, может быть, вяжете, тогда можно добавить вот здесь вот по углам еще по одной лишней петельке, чтобы лучше выкладывалось вот это вот повороты. Так, продолжаю набирать. Набрала петли. Теперь дошла до резинки. Продолжаю здесь вязать резинку. Заканчиваю ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываю резинку до конца. И по изнаночной стороне буду продолжать все вязать резинкой. Полностью все петли. Поэтому я и говорила, рассчитайте лицевая, изнаночная, чтобы они совпали. Так, довязываем до конца, все. Перешли на изнаночную сторону, полностью вяжем резинкой. Я провяжу 9 рядов. 9 рядов сейчас по лицевые, изнаночные. Потом к вам вернусь. 10 ряд я провяжу уже красным цветом. Там уже буду переходить к подошве. В общем, после 9 провязанных рядов встретимся. Так, развернулись. Опять провязываем эти 22 у меня резинкой. Так, провязала 22 петли и далее продолжаю вязать резинкой. Вот изнаночная закончила и поехали. Лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Значит, первый ряд у меня по изнанке. Как я сказала, я провяжу сейчас резинкой 9 рядов. Закончится он по изнаночной стороне. К вам вернусь. Провязала я 9 рядов. Значит, сейчас последний ряд по изнанке, как я говорила. Так, давайте я 3 сантиметра высота вот этого вот бортика у меня. Теперь боковую часть еще замеряю до обвязки, до бейки вот этой вот. 7 сантиметров получается. Теперь я буду вязать сейчас последний ряд. Так как у меня подошва будет красным цветом, поэтому я один ряд провяжу красным цветом. Вот, и задники подошвы у меня будут красным. Если у вас тот же самый цвет остался однотонным цветом, то просто провяжите еще один ряд основным цветом. Но я вот сейчас провяжу один красным. Значит, довязала вот ряд до конца. Теперь красным цветом наберу петли. По боковым сторонам наберу. По всему слитку провяжу лицевыми и наберу со второй стороны. А потом перейду к подошве. Значит, боковая часть. И потом будет удобно вязать подошву. Начнем с мыска и сразу вот пойдем вязать. И закончим на самом верху. Так, вот в самую первую ввела спицу. Одна красным, вторая. 17 петель у меня будет, сказала, нет? Так, хвостик протягиваем, перебрасываем по 2 дужки. Вытаскиваю ниточку, набираю петельку. Захватили, набрали. Захватили, набрали. Здесь плотно, поэтому спица не очень удобно. Так, набираю петли. Так, а что это? Ракурс опять упал. Так, набрала петли. Теперь остальные все петли до второй половины, до пятки, то есть я провязываю лицевыми. Красным цветом набрала. Здесь подтянем, перебросим хвостик.
все провязываю лицевыми. Закрываю пальцем, но приходится. Так. У меня 107 петель всего. И по бокам высота по 17. Так, вяжу до конца и наберу точно так же петли на второй стороне. Так, довязала ряд до конца. Теперь набираю на этой стороне петли на второй. Также 17 петель. По 2 дужки вела, набрала. Спицу по 2 дужки набрала. Нет, все-таки не крючком удобнее. Так, все, набрала петли. Теперь перехожу сейчас к подошве. Значит, подошву я буду вязать с изнаночной стороны. Первый ряд у меня будет. Я сейчас по лицевой стороне ряд прошла, поэтому подошву начну с изнанки. Начну с 11 петель. Да, я закончила 13, но начну с 11. И во втором ряду сразу начну делать прибавки. Добавки, буду расширять подошву. Значит, сейчас я петли вот на вторую спицу, вот эти вот петли до подошвы, 48 петель перенесу на спицу. 48 у меня будет с каждой стороны, 11 я начну по подошве, 48, 48, 96, плюс 11, 97, и там 10, 107. Все правильно, 107 петель у меня было. Так, теперь переношу петли и на средних 11 начну вязать. Можно провязать, конечно, эту сторону, но мне нравится, чтобы обе стороны были одинаковые, поэтому я просто вот так перекину их на вторую спицу. Так, перебросила я 48 петель на спицу. Теперь средние 11 петель. Я всю подошву буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Подвязала здесь нитку. Провязываю сейчас 10 петель и 11 петлю буду соединять с петлей из боковой спицы. Так, один. О, нет, первую провяжу изнаночной. Первую провяжу изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петля, соединила 2 петельки вместе, провязала изнаночной петлей. Все, это петли подошвы у нас. Теперь развернулась на лицевую сторону, первую снимаю, вторую провязываю, одну добавляю, не довязывая 2 петель до конца, опять сделаю одну прибавку. Прибавки буду делать в лицевых рядах. Можно и в изнаночных делать, но я привыкла в лицевых, поэтому делаю в лицевых. Так, осталось 2 петли, одну прибавила, провязала, и последняя по лицевой стороне соединяю с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой петлей. Так, 2 вместе провязала лицевой, соединила, подтянула. Так, развернулись. 13 петель провязываем по узору, здесь без изменений. Последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе изнаночной. Так, первую снимаем, провязываем, опять все вяжу лицевыми, добавочную провязали. Так, пришла в конец ряда. Что у нас здесь? Накид провязала, предпоследнюю провязала, последняя петля, соединяю ее, 2 вместе провязала изнаночной. Опять переходим на лицевую сторону. Вот она у нас началась подошва.
все то же самое. Буду расширять. У меня будет 19 петель всего. Расширю до 19. Первую сняла, вторую провязала, добавила, вяжем до конца ряда. Так что у нас здесь 3 петли, еще одну, 2 петли осталось, опять добавила, одну провязала предпоследнюю и последнюю соединила лицевой петлей, расширила. Так, переходим на изнаночную сторону, все без изменений. Так, все, прибавили, опять изнанку провязали без изменений, по лицевой стороне сделали прибавки. Значит, прибавки, опять же, ориентируйтесь по своему размеру. Я вот примерила, как я уже сказала, у меня 19, смотрите, 19 петель я расширила. Потом я провяжу сейчас все лицевыми петлями. Вот этими вот зубчиками, если посчитать, по дорожкам, по зубчикам. Один зубчик, это у меня 2 ряда, как я уже говорила несколько раз. Значит, я провяжу от начала, посчитала 22 зубчика, то есть дойду до самой вот этой вот, где у нас подошва в середине начинает сужаться. И здесь я сделаю убавки. Сейчас я вот эту вот часть провяжу, закончу расширение, буду также продолжать вязать, соединять боковые петли по 2 вместе. Потом к вам вернусь, сделаем убавки и пойдем вязать дальше. Вот так вот. Сейчас будет 19, потом в середине убавим. Это у нас самая широкая часть пойдет. Так, что вяжем, расширяем. Так, провязываем. Провязала я 22 зубчика до середины ступни. Вот где у нас начинается вот это вот узкое место. Теперь я сделаю убавки. Убавлю до 15 петель. Это значит, один ряд убавлю, потом плавно 3 ряда провяжу и еще один раз убавлю. Так что у меня здесь спереди вот так вот. Первую снимаю, вторую провязала, 2 петли провязала вместе, убавили. Далее вяжем все петли до конца ряда и точно так же убавлю в конце ряда. Так, пришла в конец ряда, опять 2 петельки закрыла, как мы на мыске убавляли, также и здесь. Так, 2 петли убавила, вместе провязала, одну убавила, а 2 вместе провязала. Предпоследняя лицевой, последнюю мы закрываем. Перешли на изнаночную сторону. Теперь изнаночный, лицевой, изнаночный ряд провязываю без изменений и сделаю еще одну убавку. Так, провязываем 3 ряда. Так, провязала 3 ряда и опять делаю убавки. Первую сняла, одну провязала, следующие 2 петли провязала вместе и в конце ряда убавила. Останется у меня 15 петель, и я на 15 петлях буду продолжать вязать всю подошву и пятку. Так, что у нас здесь? Ой, вот так вот 4 петли. 2 вместе провязала, убавила одну, одна лицевая и кромочную закрываю с петлей с боковой спицы. Все, убавила. Теперь смотрите, вот они убавки у меня. Все, 15 петель осталось.
Пошла, вяжу, вяжу, вяжу. Перешла на пятку. У меня все петли набраны по боковым сторонам. Не довязывая 6-7 рядов, я к вам вернусь. И здесь опять немножечко убавим петли и провяжу вот эту вот бейку. Точно так же платочной вязкой. Ну и закроем. Значит, вяжем сейчас, продолжаем до конца, заканчиваем. Вот, просто все. Закончила вязать подошву, перешла на пятку, также провязываем пятку. Осталось у меня на спице 7 петель. Такой вот лапоть получился. Теперь закрою, убавлю несколько петелек кверху по пятке. Первую снимаю, одну провязала, далее 2 петельки провязала вместе и также убавила в конце ряда. У меня 15, оставлю 9 петель. Далее до конца я буду все продолжать вязать лицевыми петлями, платочной вязкой. И в последнем ряду по изнаночной стороне, последний ряд, я провяжу изнаночными петлями и по лицевой стороне закрою. Чтобы одинаково получилось, я вот в начале, когда набирала, вязала один ряд изнаночными, точно так же сделаю сейчас. Так, убавляю петли. Ох. Кромочные закрыли. По изнаночной стороне вяжу без изменений. Еще один ряд провяжу и через ряд опять убавлю. Так, осталось у меня здесь на правой спице 1 петля и здесь 2. Довязываю я предпоследний ряд. Убавила до 9 петель, как я говорила. Так, закрыла. По 1 петле осталось. И теперь этот последний ряд провязываю все изнаночными. Все петли. Последние 2 закрываю опять изнаночной. Развернулась. Так, а что тут дырочка образовалась? Не должно было ее быть. Закрываю по 2 петли вместе. Не подхватила последнюю петлю, наверное. Так, теперь что я сделаю дальше? Смотрите. Крючком немножечко вот этот вот верх уплотнить хочу. Поэтому проложу вот шов под верхним самым первым рядом. Сильно не затягивая. И плотно будет, и не будет сильно растягиваться. Крючок у меня номер 2, 1,75 миллиметров. Вытащила ниточку, протянула. Опять вытащила одну, протянула. И так по всему верху проложу вот такой вот шов. Получается край плотный. Только главное не затяните эти петли, а то потом нога не пролезет. Так, ну вот на этом и все. Сейчас до конца шов проложу. Попрячем все хвостики, все узелки, если такие есть. Аккуратненько заделаем. Я с вами буду на этом прощаться. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Всем пока-пока.